Изолента Лайф. Доброе утро, дорогие друзья. Снова с вами в эфире Изолента Лайф. И сегодня у нас в гостях еще один желанный гость. Михаил Шахназаров, журналист, телеведущий, поэт, писатель, кстати. Кто не читал книги Михаила Шахназарова, обязательно это сделайте, потому что их немного, но они фантастические. Вот. Миша, привет. Привет, Петь, спасибо тебе за представление. Привет, Трофим. Привет. Я рад, что вы появились в радиоэфире, потому что я знаю, что, допустим, Трофим долго мечтал об этом. Я тут же извинюсь за дефект речи, спрашивают. Да нет, у тебя нормально все. Нет, я еще пришипел. Да нормальный дефект, нормальный. Вот, ничего. Нормальный дефект, короче. Это тебя украшает и придает это будет трогательное обаяние. Трогательное обаяние, да. Пришипет. Как девушки, знаешь, бывают девушки, которые букву «Р» не выговаривают, очень так вот грассируют красиво иногда. Да, это западают они в память. Так вспоминаешь, как было. Вообще люди бывают с такими особенностями. Вот мне в свое время моя любимая мама, я про одну девушку задал ей вопрос, вот у нее тоже была какая-то внешняя особенность, там что-то, я уже даже не помню, то ли уши там как торчали, то ли еще что-то. Это я удобно спросил, иногда. А? Это удобно иногда. Мы в радиоэфире, Михаил. Давай. Гладить я имел в виду, палки. Нет, было еще про кружку пива ставить, но это про другое немножко. Ладно, это сейчас мы потом. Вот. Нет, я к тому, что она мне сказала вот что ты, кстати, обрати внимание, потому что именно вот эти вот маленькие, знаешь, какие-то недостатки, именно за это ты потом будешь этого человека любить больше всего. Именно они тебе будут особенно нравиться. И действительно так и оказалось. И вот правда, есть же человек, вот, например, человек рыжий, да, с волосами. Казалось бы, да, вот Толик. уехал, а всем как-то грустно и больно, как будто ушла эпоха. Ты, наверное, тоже не спал сегодня. А ты знаешь, я, во-первых, вот прости, Господи, душу мою грешную, перекрестился, если кто не видел на радиоэфире. Я просто, извини, Миш, с учетом того, что мы обсуждаем Анатолия Борисовича Чубайса, как все догадались, я просто хочу напомнить, что мы находимся в радиоэфире, где есть 5 слов нецензурных, которые нельзя произносить, как бы этого не хотелось. Нет тех слов, которые могли бы охарактеризовать Чубайса. Все эти 5 слов, они меркнут по сравнению с тем словом, которое они придумали, понимаешь, про него. А я вот что, вчера вообще, я говорю, вот поперло. Чубайс уехал, Яна, как ее, Ковалкова или как Коверкова она была, из там чешского этого местечка, Мадлен Олбрайт, она склеила ласты. Да, вчера поперло. По поводу Чубайса. Я вчера получал очень много вопросов в комментариях, почему выпустили, почему не сел и так далее. А вот вы не представляли себе такую картину, уважаемые зрители и слушатели? Допустим, сидит Толик дома, гоняет чаи с Дуней Смирновой, котик ходит, под ногами трется, и вдруг появляются несколько ребят. Ковер на стене висит. Ковер на стене висит, да. И вдруг появляются несколько ребят, без искорки в глазах. Садятся, и после паузы один так бровит его колючим взглядом и говорит: времени думать у тебя нет, а время вернуть нам деньги у тебя есть. И дают ему сумму, представляют, пишут. Долго писать, там нулей-то пришлось, наверное, да? Показывают источники, из которых он может эти деньги вернуть. А потом говорят, что если тебя этот вариант не устраивает, Анатолий, то все вот эти инквизиционные придумки, они покажутся тебе детским садом. А вот тебе еще билет до Стамбула. И на этом разговор заканчивается. Вот я это вижу именно так. Потому что Чубайс, дело в том, что, у всех у нас есть знакомые, у которых есть знакомые и так далее. Да? Этот человек не жил на земле, как мне рассказывали. Да? Ни на русской земле он не жил, ни на земле вообще. Он жил в космосе. И для него вот этот скоропостижный полет на простом самолете в Турцию, мне кажется, очень странным. Не спецрейс там, да, не какой-то борт частный. Эконом-класс, небось, еще был. Говорят, Собчак летела тоже эконом-классом, хотя она вообще должна в свинарниках кататься, так на мой взгляд. Прошу прощения, конечно, но это мое субъективное мнение.
Поэтому насчет отъезда Чубайса, он, безусловно, как принято говорить, сейчас знаковый. Да, это событие, которого ждали многие и многие. И люди его получили. Но теперь еще один момент. Вчера Александр Невзоров сделал заявление следующего характера. Он сказал, что у меня была договоренность с властью о том, что я веду себя в определенном ключе, мне позволено многое, я позволяю людям выпускать пар и играю на нашей поляне в такую игру. Но люди, которые мне позволили это во власти, они резко забыли правила игры. Я хочу им напомнить. А теперь я объясню Александру Глебовичу, который немножко, понятно, повредился умом, поняв, что он никогда из Израиля в Россию не вернется. Вы нарушили правила игры, а не люди, которые вам позволили. Просто люди, которые вам позволили, они, видимо, были заняты другими делами, не особо государственными, да, и немножко вас упустили. А вы начали гнобить православие, вы начали издеваться над верой, вы себе позволяли отвратительные высказывания в адрес президента, и вы говорите, что кто-то нарушил правила игры. Просто вы вчера, Александр Глебович, осознали, что никогда вам уже из Израиля не вернуться. Понимаете? Что придется остаться там на всю жизнь. И давать концерты не в Гельвеции, допустим, выступления, да, в питерской, и не в Доме литератора в Москве, а по каким-то дешевым шалманам в компании Шендеровича, той же Ксении Собчак и так далее. Вот оно разочарование. Просто это же никакая не военная операция на Украине. Это перерождение России, не возрождение. Россия всегда была. Просто появились люди, от которых нужно было избавиться, которых нужно было стряхнуть, вот просто взять и стряхнуть с шерсти этого медведя огромного бурого. И вас стряхнули. Как вшей, как тлю, кои вы и называетесь. Понимаете, я читаю вот ваши пожелания в адрес Владимира Владимировича, да, в адрес нас. Ну, слушайте, у вас такое впечатление, что вас воспитывали какие-то волчицы. Вот просто. Такое впечатление, что я почитал, вот честно сказать, я был в шоке, когда я прочел, значит, это заметка, можно сказать, статья Антона Долина, кинокритика, которую он разместил в Фейсбуке. Она называется «Об отмене культуры». То есть субстанция, которая кормилась с руки государства, которая посчитала себя действительно человеком, разбирающимся в искусстве, в кино, в частности, эта субстанция, находясь в Риге, пишет о том, что русскую культуру хотя бы на время операции надо отменить. Мне люди, которые с ним работали, говорили, что он умный парень. Я их убеждал в обратном. Как умный парень мог написать, что в Уэльсе отменили, значит, концерты симфонического оркестра? Почему? Потому что они хотели играть 1812 год. А нельзя играть произведения во славу русского оружия. Нельзя пропагандировать в массах книгу «Война и мир». Это пишет субстанция, которая на протяжении долгого времени была назначена куратором и лидером мнений. А вы вспомните вот этот момент с Ридли Скоттом, как он заискивающий, вот эта вот интуристовщина в нем проснулась, смотрит в глаза этого режиссера, да, заискивающе, подобострастно, и потом получает отлуп в виде матерного вот этого посыла. Вот его сущность была в этих нескольких секундах. Вот этот жалобный взгляд такой, обратите на меня внимание. Они все в этом. И они думают, что они во временной эмиграции в Риге. Рига не приобрела. Ни в лице Чулпан Хаматовой, которая будет играть в театре Алвиса Херманиса. Я видел эти латвийские театры экспериментальные. 5 стульев, 10 рядов стоят, понимаете? Там и, я говорил уже об этом, из реквизита фотографии покойников черно-белые по стенам. Нафталином от костюмов несет. И актеры, которые всю жизнь мечтали о большом кино или о большом театре, а днем пекут булки там или водят грузовик, а потом выходят на сцену. Вот эти вот театры латвийские самодеятельные. Там будет играть Чулпан Хаматова. Моя подруга Наташа Пастушная, она журналист, она после отъезда написала, говорит, я понимаю, что на отъезде Чулпан попытаются оттоптаться многие, но, говорит, я
вспомни один момент. 12 лет назад я брала у нее интервью, будучи работником НТВ. И, говорит, я вышла после интервью опустошенной. Я, говорит, не думала, что в человеке может быть столько жлобства, столько высокомерия, столько снобизма, и все это замешано на глупости. Вот чтобы вы понимали, кто такая Чулпан Хаматова. Просто многие люди не знают. У меня в этом мире много знакомых. Они мне про нее рассказывали. По поводу фонда. Я это давно знал, но я не хотел об этом говорить. У нее расходы на фонд в год 100 миллионов были рублей. 100 миллионов рублей представительские расходы на ее Lexus, на аренду особняка в центре Москвы, на зарплаты и так далее. Оборот по году был 1 300 000 000 рублей. Плюс еще обращались фирмы, допустим, даже японские корпорации, которым были нужны некоторые услуги. Я думаю, люди, которые связаны с финансами, понимают, о чем я. Есть много видов. Да, с фондами вообще большой вопрос. Откуда их так много развелось? И ведь действительно фонды, по-моему, по закону 20% от полученных этих самых взносов могут отправлять на там, осуществление своей деятельности, зарплаты, премии и прочее, административку. И, конечно, если у тебя миллиард, то это приличные деньги, это 200 миллионов. И, в общем, на мой взгляд, конечно, все эти люди, они там, понятно, что душой переживают, но это серьезные деньги, которые они зарабатывают. А фонд Хаматовой, насколько я понимаю, ну так как у нее был ореол вот такой вот, ну, искренний, честный и, как бы сказать, ну, совершенно такой вот душевной, что ли, благотворительницы, она же получала, насколько я знаю, деньги и от государственных, и от крупнейших структур, то есть это реально огромные деньги. Тоже за государственный счет. И вот меня, знаешь, Миш, что поразило в ее монологе? Я там все интервью не стал смотреть. Невозможно было смотреть. Но вот этот кусок. Она закончила эту мысль о причине своего невозвращения тем, что она боится, что ее здесь посадят в тюрьму. Но не за фонд, естественно, а за вот ее точку зрения некую. Что за бред? Нет, и она боится, что посадят за фонд. Объяснить почему? Ты же знаешь наверняка, что в бизнесе есть масса моментов, которые помогают, если говорить так, языком таким завуалированным, это оптимизация, да, некоторая, налоговая, да, а попросту стиралка, да. И такие... Ну, тут надо, конечно, с фактами. Вполне возможно. Нет, все, смотри, я выражаю свою точку зрения. И я могу сказать, что, скорее всего, проверка, наверное, будет. Но лучше, чем казино и благотворительные фонды, не стирает ни одна стиральная машина. Это факт. Ну, возможно, да. Но меня поражает вот это вот. Я не знаю, может быть, ну вот ты как считаешь? Смотри, может быть, эти люди просто они тоньше чувствуют как-то. Может быть, они как-то действительно переживают сильнее. Все же переживают. Никто не хочет войны. Всем действительно печально, когда гибнут солдаты, когда гибнут тем более мирные люди. У всех есть как бы вот есть переживания внутренние на этот счет. Нет, понимаешь, в чем дело? Вот когда Влатов говорил, любить на афишу пошло. На мой взгляд, и переживать на афишу тоже пошло. Я уверен, что и ты, и Трофим, и многие наши коллеги эти дни засыпают плохо. Вот уверен просто, да, и думают о тех матерях, которые своих детей не дождутся, да, и о тех ребятах, которые героически отдают свои жизни. Мы же все, ну, мы люди же, мы же сделаны по образу и подобию. Но вот то, как это было преподнесено ими, что они подпадут под какой-то пресс, что им будет угрожать отсидка. А что ей может угрожать? Она на протяжении долгих лет высказывала точки зрения, скажем так, ну, диаметрально противоположные той точки зрения, которая принята в большинстве, у большинства людей. Она говорила, что Михаил Сергеевич Горбачев на его дне рождения – это большое светлое пятно в истории России. То есть человек, ну не человек, наверное, все-таки субстанция, опять же, по плечи, стоящая в крови, на совести которого, да нет там совести, там миллионы жизней загубленных, десятки миллионов, что там жизней загублено. Она посчитала его светлым пятном в истории России. Знаешь, я могу тебе сказать такую вещь. Мы вот этими векторами толерантности и политкорректности загнали, некоторые, да, загнали себя в какой-то угол. Если человек не умный, на мой взгляд,
Надо говорить, что он не умный, чтобы люди не посчитали его лидером мнения и не подумали, что он вот действительно несет какие-то смыслы. Чулпан Хаматова, она средняя актриса, надо признать. Я был на спектакле на одном, я ушел. Фильм «Страна глухих» мне понравился, но это заря карьеры. Потом уже были фонды какие-то и так далее. Но она не умная женщина. Слушай, Почему? Миш, перебью тебя немножко. А вот если, смотри, просто чтобы чуть-чуть понять. Вот если бы была такая возможность, ее нет, это запрещено Конституцией, гражданин России имеет право оставаться гражданином. Ты вообще вот как бы относился к возможности запретить возвращаться тем, кто вот так демонстративно уехал и высказывается вот таким вот образом? И должно ли это относиться только к деятелям культуры, либо ко всем? Вот как бы ты, ну, если бы можно было, я понимаю, что никто им не запретит возвращаться, скорее всего, и будут приезжать. Вот что бы ты сделал, если бы у тебя была воля на это? Вернее, свобода действий, полномочия. Ты знаешь, я бы, возможно, кого-то и пустил, но с запретом на профессию. Вот просто с запретом на профессию. Объясню почему. Вы в трудный момент оставили родину. Момент действительно нелегкий. То есть для вас родина, в принципе, была прилавком, за которым вы стояли и торговали, иногда даже своим зачастую неумением. Неумением петь, как Вера Брежнева, неумением играть, как некоторые актеры, самодеятельные, одесские, которых привезли сюда и сказали, что да вы что, это прекрасные актеры. Вот эта вот коллективная жмеренка, которая появилась, украинская в Москве, она пугала многих и многих. А они как клещи захватывали все, как клещи, то есть захватывали все, понимаете, все пространство. Они были в театре, они захватывали кино, именно захватывали. Они захватили эстраду. И в трудный для России момент они уехали. Возвращайтесь, ребята. Но вне профессии. А кому-то бы я запретил. Допустим, Алексу Дубасу, который сравнивает нас с вами, вот тебя, Петя, меня, Трофима, мы же пропагандисты, с палачами Барака Саласпилс. Это что? Я помню, когда мы приехали в Саласпилс, а я там был неоднократно, нас и возили классом, и возили хоккейной командой туда. Мы после посещения Саласпилса не могли говорить долгое время, потому что отнимается речь. У тебя сознание отключается полностью. Ты едешь туда для того, чтобы всю жизнь осознавать трагедию, чтобы чувствовать этот упрек времен, который обращен к тебе. И ты сравниваешь нас с палачами лагеря Саласпилс. Ты почему-то не поехал в Межапарк, это место, ну, Межапарк это лесной парк, где был концентрационный лагерь Кайзервальд. Там тысячи евреев погибли, я не помню, по-моему, 25 тысяч. Почему ты не поехал не туда, не поехал и не провел параллель с Хатынью? Почему ты не провел параллель с Львовским погромом? Вот эти исторические параллели не были проведены, потому что на Украине героем сейчас Бандера. А ты нас, людей, которые ведут диалог с жителями нашей страны, обвиняешь в том, что ты ставишь между нами знак равенства с палачами Саласпилса. И это человек, который работал на канале «Культура», который вещал, потом он врет насчет «Серебряного дождя». «Серебряный дождь» закрыли не из-за того, что вы не могли говорить правду, не из-за военной операции. Просто у вас появился эффективный менеджер, который оставил вас без денег. И вы работали там за еду. Не надо сказки рассказывать. Москва достаточно... Ну да, кстати, «Серебряный дождь», что там, кстати, Володя Соловьев долгое время работал и говорил примерно то же самое, что сейчас. Вот, поэтому, в общем, там разные времена. Слушай, я знаешь, что я хотел? Вот еще ты начал про Алекса Дубаса говорить. Я вспомнил еще вот тут недавно проявилась бывший корреспондент в Европе Первого канала Жанна Агалакова, которая, видел, наверное, да, которая выступила с пламенной речью. Здесь вот меня удивляет. Человек очень долго она работала там, в Париже, в Брюсселе, там, где она работала, неважно. Система какая? Она практически уже живет в Европе. Скорее всего, имеет вид на жительство и не хочет оттуда уезжать. Она делала там, я не знаю, может быть, 2-3 репортажа в неделю за деньги Первого канала все эти годы. Отлично себя чувствовала, получала зарплату, в общем, сильно не парилась, подрабатывала. В общем, жила такой европейской жизнью. Сейчас что произошло? Сейчас произошло то, что Первый канал, видимо, не может ей платить, ну, потому что ограничены, так сказать, платежи, даже
даже на карточку не перечислить. Вот. И у нее, как я понимаю, возникла какая-то острая необходимость, вот, значит, уйти. Ну, ладно, ты можешь уйти. Ну, что бы я сделал? Вот я живу в Европе, Первый канал говорит, мы не можем тебе платить, я принимаю решение. Но, допустим, я ушел и продолжаю жить там. Я не знаю, может, у меня жена местная, да, еще что-то. Ну, ладно, окей. Но зачем выходить и вот это вот публично поливать грязью того, с кем ты провел все это время, и от кого ты получал эти деньги, где работал. И так. Вот это мне непонятно. Они что, пытаются каким-то образом найти себе новое место в этом новом обществе? Или у них так вот прям душа кричит, что надо вот сейчас сказать? То же самое Алекс. Я вот, кстати, может быть, не так резко увидел бы его репортаж. А может, у него душа, так сказать, попросила. Хотя вот это, конечно, желто-синяя машинка, на которую ты обратил внимание, я сразу не обратил, только когда тебя послушал. Это, конечно, да. Потом уже понял, что показное. Вот как бы ты это оценил? Зачем они это делают? Они что, хотят властям показать свою лояльность или найти новую профессию там, или что? Нет, я вообще, конечно, я когда увидел фотографию, где Агалакова срезает бейдж Первого канала в Инстаграме, ты не видел это фото? Не видел, нет. Вот кисть ее руки, и она срезает ножницами вот этот бейдж, да, вот этот браслетик. Я могу сказать, ну, меня наверняка опять многие там не поддержат. Понимаете, вот этих людей из оппозиции, их давным-давно оставило чувство меры и чувство вкуса, да, допустим. Ну, вот они не понимают, насколько они глупо, смешно и дешево выглядят. На мой взгляд, это такой дешевый пафос. Вот, допустим, Агалакова там срезает эту ленточку. Гильдеева Лилия с НТВ дает интервью, в котором говорит, как она долгие годы, вот у меня интервью лежит, долгие годы она давилась деньгами власти, ей было стыдно, но она получала зарплату. Лилия, ну так я вам могу сказать, любая проститутка, это правда на самом деле, она порядочнее, чем вы в 1000 раз. Вот в 1000 раз. Потому что она работает, оставляет профессию, в душе переживает вот эти годы, да, о чем-то вспоминает с горечью, о чем-то с радостью, но она это не выплескивает вот так вот перед всеми. Она живет с этим. А вы поступили, ну, я не знаю даже, как охарактеризовать. То есть вы дали понять, что вы готовы за деньги на все, а потом ругать клиента, да, ну, в роли клиента у вас же государство выступило, выходит, так, оно вас имело долгие годы, платило деньги, а вы несчастно эти деньги брали. Вам не стыдно вообще? Я читаю Ксению Ларину, да, я читаю вот эту вот Мангайт Анну, сестру Лошака, который желает смерти президенту и всем нам. Вот это воспитание, они в Одессе вот как впитали в себя, я ничего против Одессы не имею, но видно, они воспитывались в каких-то семьях, где культивировался вот этот вот бескультурный код такой, да. Это же люди, они такое впечатление, что они всю жизнь простояли на рынке, а потом их взяли и сказали, давай, ребята, вперед. Татьяна Лазарева, которая выходит пьяной в эфир и несет ахинею. Это женщины, кстати, оппозиции. Вы почитайте Божену Рымску. Вы почитайте, что она пишет. Мать ребенка маленького, крохотного, она проклинает все вокруг, не думая, что эти проклятия, они имеют реально иногда силу. Вот вы подумайте. А самое страшное, они же, понимаете как, я общаюсь с людьми, которые бывают в компаниях с этими субстанциями в той же Риге. И они говорят, что мы скоро вернемся. Они говорят, да, мы скоро вернемся. У меня, кстати, вопросов много и к тем, кто промолчал из лидеров, да, мнений. Вот это вот прилавочники, которые из России сделали лоток по продаже своих неталантов далеко. Плохие актеры, плохие певцы, плохие режиссеры. Вот Богомолов, кстати, у меня вопрос. Вы отберете у него театр на Малой Бронной? Или опять по сцене будет бегать Кармен с окровавленным тампоном? Вы долго будете культивировать вот этот вот код сумасшествия и бескультурия? Ну, правда. Ну, в принципе, вот все. Спасибо за то, что трибуну предоставили. Не, мы рады всегда. Не, мне кажется, вопросы можно по-разному относиться. Я вообще вот, ну, я к творчеству отношусь спокойно. Мне кажется, не нравится, не смотри. Это как бы дело каждого и в общем, вопрос личный. Меня удивляет действительно вот эта показная
а показное отрицание своей жизни и тех, кто в ней был до недавнего времени. Ну, я считаю, ну хорошо, если так все плохо. А что ты раньше-то как-то вот нормально все было? То есть раньше ничего не смущало? Только когда перестали на карточку деньги присылать, возникли проблемы нравственного характера. Конечно. Конечно. Господа зрители, слушайте, ну будьте вы, я слово толерантный не использую, я сейчас читал про свои зубы, мне нормально вставили зубы, просто у меня 6 винтов еще не прижились. Вы представляете, какие боли на протяжении недели? Да, это тяжело, да, это тяжело. На этой высокой ноте про Мишины зубы мы уходим на новости на радио «Спутник». Костылек, помнишь, это как? Поехали к Верке. Да. Слушайте, ну вот сейчас, пока мы из эфира радио вышли, Миша говорит, вы с Петром сейчас обсуждали, я сидел молчал, я вспоминаю слова Майи Плисецкой всегда в таких ситуациях. Когда ее журналист в Мюнхене, по-моему, это было дело, спросил, а что было бы, если бы Гитлер сел бы в Москве, он говорит, мы бы танцевали перед Гитлером. И это есть видеоинтервью, то есть это не мои придумки, это можно взять и просто посмотреть видео. Майю Плисецкую обвинить в бесталанности, я думаю, нельзя. Нет, она это одна из гениальнейших балерин всех времен. Но тем не менее... Но она ненавидела Россию, как и она высказала тогда консолидированное мнение многих, что артисты, они, в общем, беспринципны, и для них творчество, я так понимаю эти слова, да, для них творчество, оно абсолютно, не имеет политической окраски. Будет Гитлер, будем танцевать перед Гитлером, будет Сталин, будем танцевать перед Сталином. При этом она не дрожащей рукой брала от Сталина премии и прочее. И вашим нашим за копейку с пляшем. Да. Но мне кажется, сейчас происходит приблизительно то же самое. Они потом вернутся, как возвращался Шафутинский, как возвращался Вилли Токарев и прочие. Многие не вернутся, могу сказать. Но еще могу сказать одну вещь. Вот ты говоришь про Плисецкую. А вчера я не боюсь сказать так, сдохла вот эта карлица, она 1,47 м была ростом, Мадлен Олбрайт. И когда ее спросили, а как же вам гибель десятков тысяч детей в Ираке от бомбежек? Эта цена была оправдана? Цена вот этого вторжения? И она ответила, да, я считаю, что эта цена была оправдана. Это тварь, которую спасла сербская семья и которая лично находила цели на карте Югославии, чтобы их бомбили. Вот так, ребята. Да, а сейчас ее последователи... 47 сантиметров, это же действительно мало. Она карлица. А сейчас ее последователи это Энтони Блинкен, да? Это Виктория Нуланд. Это они. Это все их работа. Понимаете? И градус сумасшествия, который посеян в Европе, это тоже их работа. И та русофобия, которую мы наблюдаем. У меня есть знакомые, которые, скажем так, сдержанно относятся к нашей военной операции на Украине. Но когда им задал вопрос, я говорю, ребята, а то, что началось в Европе в отношении русских, я говорю, вас хотя бы это как-то мобилизует? Они говорят, вот это да. Это, говорит, мы понимаем, что, значит, этот выход чем-то оправданной ситуацией был. Да. Ну что, мы готовимся к следующей части. Спасибо. Миш, спасибо тебе. Да, тебе. Миш, спасибо тебе. Давай, хорошего дня, на связи. Взаимно, все смотрите и подписывайтесь обязательно на Шах и Мат. Нет, на телеграм-канал Абзац, у нас скоро сайт выйдет, поэтому Абзац Медиа в телеге. Вот, спасибо.